А можно вас попросить, товарища блогера, чем-нибудь занять? Болтовню. А ребята там уже подсоединяют вот эти ленточки, да, сами? Да, старт. Привет, Никита. Это же тот самый автор нашего крутого видео, где дрон у нас летал красиво над полем. Снизу начнем поливать и наверх. Как бы первая посадка отсюда начнется. Все, то есть снизу вверх? Снизу Всё, вверх. понял, окей. У нас дистанционный пуск начался. Работает вот с того конца поля. Казалось бы, в пятницу было все готово. Агропарк по картам разбит, капельная лента подключена. Но в самый последний момент мы обнаруживаем десятки, сотни метров ленты изгрызаны воронами. Мы знали об этой проблеме, но не представляли, что она настолько масштабна. Вот так целый день на поле не жарко? Нормально? Да, нормально, я привык. Ты где так научился классно на дроне летать? Я сам научился. Давно этот дрон у тебя? Я его, не знаю, может, в апреле собрал. Сам собрал? Да. Обалдеть. Как ты его собрал? Из чего? Отдельные Заказал детали? запчасть, а? Отдельные запчасти, да, заказывал? Да. Ничего себе, молодец. Слушай, а вот то, что вот так много осталось, вот так загибается. Это потом в конце вытянем. Там, где заглушка ставить будем, она вытянется, она тянет. Ага, и нормально будет, да? Это кусок этого же материала, то есть из капельной ленты. И потом ее вот несколько раз подворачивают. Все, ну и вода дальше. Да? В принципе, никуда не может уйти. Прикольно. То есть они сразу проходят, с одной стороны заглушки делают, а с другой одевают эти краники. Говорю, вот эта грядка мне прям очень нравится. Почему именно это? Ну, как бы... Вот она, здесь прям форма хорошо вышла. Потом работать тоже вот удобно. Есть грядки, которые не совсем удачные получились. То есть они чуть-чуть такие пологие вышли. Сейчас еще нам надо кое-что сюда сделать, сети. Возможно, специальную технику такую тоже сделать, которая человек будет идти и просто все, что сейчас вот здесь растет, чтобы она могло как этот Перемалываться. как некое такое мини-фрезу такой перемолоть, потому что каждый раз с этим бороться, наверное, будет тяжело. Все, что излишнее, она как бы сюда будут выбрасывать, и тогда получится так, что она еще заодно прикапывать пленку будет. С одной стороны эти сорняки выбирает, и с другой стороны она как будто утрамбовывает одну часть, вот, именно так, чтобы вот, Ноге было, ногам как раз, да. Мне очень хочется, чтобы вот можно было комфортно проходить междурядье людям. Да, так нога немножечко подворачивается, Да, она не попадает. подворачивается, ну, особенно, вот, например, вот здесь, да, там, где Еще уже. чуть уже. Там, где пошире, да, нормально. Мне кажется, ты у нас знаешь, помимо того, что ты фермер-инноватор, ты у нас еще законодатель фермерской моды. У тебя что не выпуск, то новая шляпа. Это вообще прям очень, мне кажется, удачное. Такой нету сейчас, наверное, у нас ни у кого. Я ее где-то в калифорнийских этих магазинах, дорогах, по дороге, где заправку делает. На заправке, получается, нашел. Классно. Там все, весь набор был, но что-то я сегодня чисто. Сейчас уже не так жарко, как до этого в июне, в июле.
за привычка постоянно вот так телефон? Что за дела? Поколение телефонов. Самый наш разговорчивый мастер. Вот все ко мне нормально относятся, кроме вас. No comment. Он просто неравнодушен. Нет, просто когда человек постоянно ходит вот так, это плохо. Я взял 300 метров лайфлета привез дополнительно, чтобы скорость увеличить и надежность. В общем, вот перемешиватель. Вентиль открывается. Здесь второй бак полностью вентили закрытый, да, чтобы они друг с другом не смешались. Включается насос. Потому что у них может гипсование Да, произойти, да. Ну, выпадение осадка. Мгм. Здесь вентиль открылся. Вот этот на перемешивание. И там открыть можно. И все, насосом будет гонять. Здесь на подачу в систему полива закрыт вентиль. И она будет гонять закрытый цикл. То есть снизу берет, сверху отдает. Это чтобы размешивать. Да, чтобы размешать, чтобы побыстрее гранулы растворились. Да. Ага. После того, как видно, что раствор уже готов, можно данный вентиль просто перекрыть, этот открыть, и все через фильтр. Вдруг какие-то нерастворенные части, если она задержит, чтобы лента не забилась. И она пошла через трубку вентиля сюда. Мы включаем. Вот тут никто. Куда прогонять, чтобы он от песка очистился? И Да, потом да. только, да? Лучше, мне кажется, так. Вот сейчас уже чистая вода, вентиль открываем. То есть она туда проливается, и потом можно специальный вентиль перекрыть оттуда, сюда направить, да? Почему два бака отдельно делают? Потому что там есть некоторые виды удобрений, которые нельзя друг с другом смешивать. Поэтому условно бочка А, бочка Б. Еще в зависимости от этого надо будет еще добавлять кислоты для того, чтобы pH регулировать воды. Потому что удобрение сразу увеличивает pH, а кислоты балансируют, да? Мы же прям очень дорогую систему купили сюда. Лабораторию? Нет, метеостанцию. Угу. Метеостанцию, но эта метеостанция еще туда подключаются все вот эти датчики. Датчики температуры, датчики влажности, почвы, воздуха и так далее. И вот скоро будем ее тоже здесь устанавливать. Как только у нас там саженцы, мы начнем сажать, мы привезем эту систему, и уже у нас там будет очень много данных. Плюс у нас есть специальные вот эти тоже очень хорошие датчики, приборы, которые позволяют делать анализ растений из листьев. То есть там мы будем брать анализ на азот, калий, кальций и так далее, и pH, EC, нет, pH, EC это будет с воды, как мы будем делать, а вот непосредственно с сока растений, сока листьев мы будем делать анализ на микроэлементы, макро, микро, мезоэлементы, и тогда можно будет, оказывается, там как получается, иногда в почве все есть, но растение не усваивает. И можно будет на основании этого понимать, то есть если в почве есть, но растения нет, значит что-то блокирует. И мы можем потом выяснять, что блокирует, устранять причину, а не давать вот этот дефицит, да. То есть мы по растению можем видеть, что там чего-то не хватает, и каждый раз давать, да, но оно и не будет усваиваться. Поэтому, чтобы такого не было, все эти
точные приборы нам понадобятся. Сейчас там тоже будет своя, сейчас у нас задача перед посадкой. Есть специальный триходермин. Вот. Это, скажем, полезные грибки, да, полезные грибки, получается. И они должны, мы их заселим сюда, и они должны полностью захватить территорию для того, чтобы не дать возможности здесь появляться патогенным грибкам. Это вот как раз через эти бочки, да, будем его вносить, Да? триходермин? Да, триходермин. Ну, мы там от итальянского производства уже закупили, привезли. Сюда внесем по всем картам, потому что первые 6 у нас нет зоогумуса грядок. Вот как раз будем смотреть разницу, как наличие зоогумуса будет влиять на рост растений. Сейчас на тест испытания, скорее всего, как минимум 3 разных еще препарата будем использовать. Те, которые, скажем, говорят про чудодейственные свойства этих препаратов. И вот, ну, как бы объективно здесь вместе с ними проработаем, покажем, как ну, пусть они себя покажут. Зарекомендуют или нет, да? Да, и потом, соответственно, как бы членам нашей ассоциации тоже это. Ну, мы объективно здесь нас, например, сложно подкупить, да, там говорить о том, что прорекламируйте и так далее. Нет, мы просто сказали, хорошо, давайте приносите, мы будем тестировать и как есть будем показывать. То есть, если вдруг у вас будет все плохо, не обижайтесь, мы это будем показывать, да. Вот, поэтому там у нас есть итальянский препарат, есть корейский препарат, есть американский препарат. Посмотрим, попробуем. Я здесь просто никаких кранов не вижу. То есть просто все регулируется отсюда. Ну, видимо, нам надо будет это Потренироваться. да, и может быть даже в виде какой-то инструкции, да, нам сделать. Да. Да, оно всегда открыто. Для того, чтобы эффект вентури, то есть всасывание удобрений, возник, этот вентиль прикрывается примерно вот так. Он создает гидросопротивление. Та вода, которой диск не дает пройти вверх по основной магистрали, она направляется в обводную трубу. Но она и сюда направляется. Да, но при этом, при всем, удобрение у нас в бассейн не уходит. То есть обратного эффекта здесь нет, потому что здесь стоит обратный клапан. В общем, вот так интересно, познавательно прошел этот день, последний день перед запуском, как мы считали, поливной системы. Ну а потом случилось все то, о чем я рассказала в самом начале выпуска. Сейчас последние метры ленты меняются, и мы надеемся, что больше никакого форс-мажора, никакие вороны не помешают нам запустить поливную систему и завозить саженцы. Еще у вас есть вот такая штука. Ну-ка, подождите. Это же волшебство, да, Вячеслава? От Вячеслава. Давайте, ну-ка, удивите. Чем удивить? Как эта штука работает? Или надо Ну, на расстоянии отойти, да? Нет, зачем? Это дистанционный пуск насоса. Он включен у нас. У нас дистанционный пуск насоса. Работает вот с того конца поля. Ух ты, хороший километр, да, берет? Подождите, насос это чтобы включить... Полив. Подача воды. Да, Классно. это, допустим, на случай, это все сделано для того, чтобы было удобство. Человек пошел, полющик, вдруг там что-то случилось, надо вентиль как-то соединить, чтобы сюда не бежать, не выключать. Он берет оттуда, выключил. Все, вода не идет. Заменил что-то там, сделал какую-то операцию. Включил опять, все, вода пошла. Этим самым мы заменяем автоматический блок управления, который очень дорогой. И здесь мы как бы много вещей таких прощаем для полющика. Мгм.